начальница Лысика, предает агентство и похищает Кралю. Это тёлка машина для убийства. Лысик стреляет в предательницу. Зачем? Раздвигай ноги. Он просит помощи своего кореша, казаха по кликухе Птаха. Прошу, чтобы он сдавал тех, кто ищет эту бабу. Звонит скриптонит и говорит, где искать ёбика, который выяснил про бабу. Оказывается, это какой-то влиятельный мафиозник по имени Блэк Декстер. Фантомас настолько толстый, что его не выдерживает вентиляция, но ему как-то лень его просто пристрелить, поэтому он его вырубает и поджигает отель. Хитрожопый Декстер подключил к поиску тёлки своего кореша-старпера, Вейда. Декстер говорит деду, чтобы еще на разборку прихватил с собой Лёлика. К нам в гости бегут забивные. Пока я развлекался, Брюса Ли похитили, а за кадром похотливый дед уже наставляет на него свою пушку. Лифт предательски запищал и лялю сперли. Художественный фильм спиздили. Не стояк. Дедуган упал. Пока я угорал с деда, Лёлик спер мою Кралю, и ее надо найти. Пока я куда-то еду, казаха вовсю прессуют. Кажется, у кого-то сегодня будет жаркий секс. Итак, я добрался в какую-то мухосрань, и тут мне надо пробиться через толпу аборигенов, чтобы обкашлять с барменом, где искать Лёлика. Кринжовым лысым пердунам вход закрыт, поэтому в бар я попадаю, как и всегда, через дырку в туалете. Не прошло и 2 метров, как завязывается потасовка, и мне очень везет, что американская алкашня гораздо слабее нашей российской. Руками машут как девки и падают. Вот один наш батек лапой махнет, и там уже целого бара не будет. Именно поэтому эту страну не победить, и нас никогда не захватят пиндосы. Далее аккуратно допрашиваю глухонемого бармена, он и без слов меня прекрасно понимает. В кат-сцене нам показывают, что усатый таракан, похожий на Гарика Мартиросяна, кричит, что лысого надо найти и, мол, выпускайте секретное оружие. Далее Фантомас вспоминает, что он голый без своих пушек и их надо вернуть. Мои пушки охраняет лютый дедуган-терминатор. Он не хочет их продавать, и мне приходится принять крайние меры. В кустах прослеживаю до нужника деда, и после любовных обнимашек он мне все отдает. Чувствую себя использованным. Лучше бы мне в реальной жизни на яйца наступили. И у разрабов я смотрю, какая-то любовь вставлять престарелых ловеласов. Круто попозировал на Аву, пора возвращаться к работе. А, кто это тут у нас? Вот и наш голубок. Пока я обжимался с дедом, Лёлик нанял кучу охраны и братьев для защиты. Он наивно полагает, что они ему помогут. Конечно, спойлер, но они очень умные. Вот я проник на задний двор, подключил ток к забору, забайтил мента на свой зад, и он сгорел от радости. Я полетел к нему. Пытаюсь мастерски отвлекать, как батя, скрытности. Тут машину уронил, там канализацию врубил, там потеребил радио. Вот касательно радио, далеко не каждая песня привлекает парней. Это надо иметь в виду. Тут все как в жизни. Белые розы, белые розы. Таганка, все ночи полные огня. Да, я точно знал, какой трек привлечет внимание. Я бродил, ползал, подсматривал, но не смог выманить чувачка. Дошло до абсурда. Я просто подбежал и забил брата Лёлика вручную. Меня сразу же запалило и побежала гасить толпа. Было настолько больно, что мне пришлось отсиживаться пару часов в засаде в магазине у газовой плиты. Порой большая популярность и много внимания — это очень больно, ребята. Внимательно подумайте, прежде чем становиться популярными. Очень повезло тем счастливчикам, которые нашли меня, я отправил их полетать в окно. Третьего бычка я прибил уже около толпы ментов, а хули, меня уже ничем не удивить. Пару минут отсиделся в кустах, и они про меня забыли. Сам Лёлик сидит у себя дома, а его парень жарит шашлычок. Меняю бензин на жидкость для розжига и наблюдаю за горячим танцем, как будто опять Масленицу отмечаем в моем родном городе. Сразу видно, наш пацан. Крутая, конечно, банда. Их парень горит, а им вообще похуй. Мне б такую банду, горит себе и горит. А чё такого? Шашлык из человечины самый топ. У любого украинца спросите. И настала очередь самого Лёлика. Прикиньте, этот дурачок пришел на укладку волос в барбершоп. Тут-то я его и схватил, закинул в багажник и отвез трахать за город. Все-таки он признался, что уже продал лялю Декстеру. Вот они, конечно, дебилы конкретные. Гоняются за какой-то лялей, когда кругом столько красивых молодых парней. Бери не хочу.
Едем в гости на завод к Декстеру. Тут в адских условиях 24/7 гастарбайтеры мастерят для него всякие оружейные чудо-техники, вроде огнестрельного вантуза, какашковой гранаты и бронежилета из Nokia 3310. Вы прикиньте, завод, который по идее выпускает девайсы международного масштаба и осуществляет научный прорыв в создании оружия, охраняет пара-тройку додиков, которым очень легко зайти в спину, вырубить. Камер и систем сигнализации вообще нету. Да у меня рядом с домом ларек с пивом сильнее охраняют. Камер 10, наверное, понаставлено. Новейшая сигнализация, и с утра до ночи дежурит черная тонированная семерка, где сидят пара богатырей. А это так, чисто проходной двор. Через крышу попадаю на завод, спускаюсь на лифте до подвала, и тут сейчас будет самая жара. Вы прикиньте, они испытывают новые мины на свиньях. Вот идиоты. Как же это, блять, бесчеловечно. Я думаю, всякие Гринпис и Пита и прочие мошенники, которые борются за права животных, убивая их и кладя поборы и взятки к себе в карман, согласились бы, что куда гуманнее испытывать эти мины, ну, например, на людях. Убежище щекоташки. Мы заботимся о животных. Где-то здесь бродят пара ученых-негров, которых мне нужно убить. Первый решил прогуляться и сам подорвался на своей же мине. Обычное дело для меня. Я всегда также подрываюсь в копателе. Для второго пришлось создать пиздопляску. Я напустил шептунов и в тумане жестоко забил его вантузом. Какие же зверства. Вот кем вырастет мой сыночка-корзиночка, глядя на все эти ужасы? Спросят некоторые. Последнего я хотел отоварить со спины, но с ним везде ходил жополис-охранник, поэтому пришлось начать с него, а доктора уже оформить в туза после него. Началась паника, но к тому времени я уже сбежал оттуда. Сбежал я в рай на земле, мужскую раздевалку. Тут я еще чутка поигрался вантузом, отключил свет и электричество на заводе. Вот этот ваш свет много ресурсов жрет, гораздо обычнее использовать плуг и деревянные инструменты. Ну думайте головой в конце концов. Но то че вы как пещерные люди какие-то. После такой жестокости и ультранасилия в мужской раздевалке я душой и сердцем езжу, решил отдохнуть, немного расслабиться и успокоить нервы в дорожном отеле. До этого еще была маленькая миссия, где надо было уронить люстру на ручного бугая мексикашку-бычка. Только я начал чилить конкретно, отдыхать душой и телом, мой номер расхерачили монашки-киллеры. Тут это то самое секретное оружие Гарика Мартиросяна. Пришлось чутка поползать по окопам и в дырках. Далее я красиво их отоварил. Первую пристрелил из-за угла. Вторая, хоть и не хотела подходить к барной стойке, где я сидел в засаде, я все равно пристрелил ее, когда отвернулась охрана. Третью я отжарил током, который подключил к умывальнику. А вот с четвертой пришлось повозиться. Дело в том, что я хоть и кашу на оба глаза и не могу ровно уронить груз, под которым она полчаса стояла, но я все равно довольно меткий. Во всяком случае, в туалете со второго раза куда надо попадаю. Себе на штанину. Помню, случай был, мы в детстве с бабкой в тир пошли, и я там кассиру в жопу выстрелил. Он еще орал, что-то там визжал, хотя там пулька была малюсенькая, 2 мм максимум. True story, в общем. Пришлось так расстрелять. К счастью, никто не заметил ничего необычного, и я спокойно уехал. Лысик решил судиться с Лёликом, который за пропаганду гомосексуализма. Эй, Томми, тогда бы я послал тебя за ящиком для чистки обуви. Но ребята чистил он прекрасно. Его тогда называли плевок Томми. Да? Клянусь богом, он начищал туфли, как яйца коту. Извините за выражение. Он потрясающе чистил и много зарабатывал. Я уже не чищу, Билли. Что? Я сказал, что не чищу. Может, ты не знал, тебя давно не было, а там тебе не сказали. Я больше не чищу туфли. И пришел в суд. Тут еще сидит мент-извращенец, который знает, где наша цаца. Полчаса я подслушивал разговоры ментов и бабок и пытался выяснить, куда мне, собственно, надо идти. И из них я узнал, что, во-первых, бабе американского мента лучше не приглашать на потрохушки. Говорят, он настоящий засранец. Тут от скуки я бомбанул и решил штурмовать тюрячку вообще голыми руками. Вроде бы штурм удался, но завидев мою лысину где-то в дверях, начался гоп-стоп. Меня скрутили, привязали к стулу, подлетел бычок и начал трясти руками и показывать на меня пальцем. Наверное, еще и маме пожалуется. Мне, честно говоря, стало не по себе. Это же настоящая банда! Преступная шайка! И после строжайшего допроса наш лысик уже не выдержал и ответил как следует. Пока надо мной глумились, уже стемнело, и остается только догадываться, как над лысиком издевались за кадром.
Все разбежались, а значит самое время для побега. Руки мне привязали шнурками, которые очень легко рвутся. Даю по газам, но тут, откуда ни возьмись, налетает спецназ. Походу прочухали, что в камере сидел связанный раб, которого было бы неплохо допросить с пристрастием. Прокрадываюсь мимо и догоняю того мента-извращенца. Он пафосно кричит перед смертью и помирает как герой. Сам бычок засел на крыше отеля и собирается продать лялю Мартиросяну. Пробраться туда как небудь делать. Дворецкие столпились на входе, но разогнать их пинками по жопе благое дело. На лифте долетаю до верха, и тут ходит главная шаболда бычка, его секретарша. Он выкинул ее задержать меня. С ней такая ситуация ржачная произошла, ну смотрите сами. Я тактически, как змейка в кустах, выжидал ее, но тут она закрыла дверь, которая больше не открылась. Вот это поворот. Но я все равно обошел и шарахнул даму по башке. Ну и наконец финал. Ща вы, ребята, увидите битву двух титанов, что называется, на характере. Бычок выкинул вокруг меня кучу мин. Представляю, как кто-то из его охраны решил подойти, поинтересоваться чем-нибудь и подорвался на растяжке. Только полный слепой идиот мог бы их не заметить. Поэтому попытка, конечно, хорошая. Все-таки добрался до батька, несмотря на такие трудные преграды, как его секретутка и мины. Он пытается высмотреть лысую башку с края, а я-то уже у него в спине. Вот это и называется мастерство стелса. А далее, как в мыльных операх, Виктория бросается ко мне в объятия. Оказывается, Диана, которую мы застрелили в начале, жива. Лысый всего лишь отстрелил ей жопу, как я в тире. Птаха тоже жив, и темнокожий Мартин Фриман, которого нам показывают второй раз за игру, тоже жив. Негодяев анально покарали, и теперь мир может спать спокойно. Не удивлюсь, если в следующих частях у Лысого появится злой брат-близнец, а Диана окажется их матерью, которая на самом деле мужик в парике. А так, все замечательно заканчивается. В самом конце, правда, нас посылают убить самого усача и его ученую бабу. После этого точно конец. Что хочется сказать об игре? Игра очень крутая, мне понравилось. Ставлю ей 9 вантузов из 10. Хочется крепко пожать руку разрабов за миссию в мужской раздевалке. Сюжет сложно предугадать, и он держит напряжение от самого начала и до самого конца. Стелс ну просто 10 из 10. Убить пару сотен человек, поменять одежду и уходить у всех на виду, прикрываясь ладошкой. Просто нечто. Охранники, перед которыми можно выкинуть 100 бутылок и не привлечь на себя внимание, достойно восхищения. Геймплей. Тут уже вопрос более спорный. Видите ли, физика бутылок и вантузов, конечно, неплохая, но вот когда берешь и тащишь тело, такое ощущение, что это не тяжелое тело, а половая тряпка. Музыка очень спорная, таких вот треков, что прям колбасится, к сожалению, нет. Всю игру играет какой-то унылый статичный эмбиент, который только на похоронах деда включать. Персонажи очень харизматичные и запоминающиеся, особенно бомж в переулке, дедуган Вейд и старый ловелас Терминатор. Всем советую данную игру, доставляет даже спустя 9 лет юмора, приколов, ржачных ситуаций тут больше, чем когда бы то ни было. Да, и вот еще что. Я смотрю, вы мне тут конкретно начали лайков и комментов наваливать. Если так и дальше будет продолжаться, мне придется делать аналитический разбор Blood Money, а я не хочу его делать. Поэтому ни в коем случае не ставьте лайк, не пишите комментарий и не зовите друзей посмотреть этот угарчик. Как говорит молодежь, всем покич, я пошел давить кемаря.